Ну а сейчас пришло время настоящего безумия, свидетелями которого смогут стать не только зрители в этом зале, а и настоящие фанаты Махача во всем мире. Ведь нас ждет 8 поединков, которые, я убежден, вы запомните на всю свою жизнь. Я приветствую всех, кто сейчас подключается к онлайн-трансляции на платформе Wing, а также остальных площадках, для того, чтобы вместе с нами пережить этот вечер кровавых сражений вживую. Нас ждут поединки полуфинала Гран-при легкой и средней весовых категорий. Первое на площадке Махач сражение против кулачной лиги Top Dog. Долгожданное возвращение ваших любимчиков Выгонского Валеры и Влада Скандинавского. А также дебют нашей организации одного из самых сильных и доминирующих тяжеловесов в кулачном спорте Наврузова Гаджи по прозвищу Автомат. Время пришло, давайте неистово поддержим наших бойцов и начнем наш жестокий праздник. Первый поединок в рамках Гран-при легкого веса. И поприветствуем первого бойца. Анатолий Данилюк по прозвищу Бобер. Настоящий рекордсмен, чей нокаут в прошлом турнире стал самым быстрым в истории кулачного спорта в мире. Один из самых веселых бойцов нашей лиги, шутки с которым заканчиваются в тот момент, когда он заходит к нам в мешкогон. Все свои бои Толя привык заканчивать досрочно, а это значит, что сейчас вам просто нельзя моргать или отвлекаться. Представляет город Одесса, его рост 172, вес 69, ему 26 лет. Базовый тайский боксер, мастер спорта по тайскому боксу. Давайте поприветствуем Толю в нашем мешкогоне. Дайте сюда. Стиль бобра. А его противником в первой паре полуфинала Гран-при легкого веса станет Илья Ярмолицкий по прозвищу Андердог. Невероятно скромный и спокойный боец, который полностью оправдывает свое прозвище. И несмотря на то, что в него никто не верил до начала Гран-при, Андердог не просто добрался до четверки лучших легковесов нашей организации, а и заставил говорить о себе как об одном из самых ярких нокаутеров легкого дивизиона. Представляет город Житомир. Его рост 172, вес 69 и ему 23 года. Базовый боец ММА. С рекордом Махача 4-1. Встретим Илью и поприветствуем, друзья. Желтый готов? На середину, бойцы. Пожали ручки. Внимательно слушаем мои команды. После команды стоп, не бьем. Честный кулачный бой. По углам. Судья. 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 Первый раунд. Fight!
Ну, в легком весе Данилюк Анатолий по прозвищу Бобер. И против него его соперник Илья Ермолицкий по прозвищу Андердог. Мы знаем, насколько опасен Бобер. В прошлом своем бою он нокаутировал Симбу. Да, причем настолько быстро и настолько еще глубоко. зажечься. Рекорд Бобра 3-0. Андердог Начинают очень резво ребята у нас. Да, Ну, от этих другого ожидать невозможно. Да, это действительно такие проспекты Махача, ребята, которые в прошлых боях показали высокий уровень, очень конкурентный уровень, и предугадать в этом бою выиграет очень сложно. Но могу сказать так, Бобер не раз устраивал перформансы и показывал себя со стороны, когда как раз он был андердогом, он выигрывал в том числе вот в прошлом бою Симбы. Андердог у нас с первого боя пытается завершить карьеру, но фанаты и огонь боев в сердце не дают ему уйти. Он неоднократно говорил о том, что есть какие-то у него проблемы со здоровьем и хотят завершить карьеру. Но... Ой-ой-ой! Вот это было... Андердог попал. И Андердог попал и встретил Боберова неплохо. Да, и так сразу Бобер продолжил работу по корпусу. Со скачкового удара начинает Бобер. И я думаю, что физически немножко он атлетичнее смотрится. Я думаю, что и функционально он, да, лучше готов. Но Андердог тоже, он всегда очень подготовленный, очень функционально готовый выходит. То есть это очень равный бой. Здесь 50 на 50. Ой-ой-ой, очень хорошо у Андердога получается кидать правый против после левой. Он прям, рука ложится туда, куда смещается Бобер. Ух, и сейчас джебом хорошо встретил Бобра Андердог. Да, в этом бою Бобра пока не все получается. Но при этом мы знаем, что это... У него очень непростой здесь соперник. Зачастую, когда ребята говорят, ой, я там не получилось ничего, себя чувствовал плохо, но это зачастую... Ух, попытался бэкфистом встретить. Это зачастую, когда мы боксируем так, как дает нам наш соперник. Да, зачастую, да, соперник не дает просто работать, а кажется, что это у тебя что-то не получается. Да, полностью согласен. Его соперник — это боец ММА. Так, второй раунд смотрим. Тянется Бобер за своими ударами. Подныривает сейчас Андердог. Ой, как хорошо правый хорошо через руку встретил. Да, очень чувствительный боец. Ермолицкий Илья по прозвищу Андердог. Хорошо он прям вставляет эту правую свою руку. Ну и, в принципе, так джеб тоже у него достаточно такой незаметный. Пытается на ногах Бобер сократить дистанцию. И вот здесь вот, я думаю, было попадание. Ой, как сейчас хорошо опять попал своей левой рукой Ермолицкий Илья. И кажется, что у Бобра не все получается в этом бою. Вроде идет вперед, но пока попаданий не так много. Да, и Илья немного выглядит подустал, начинает заряжаться на удары. И тем самым становится более открытым. Более открытым, да, и тратит еще больше энергии на это. Ух, а вот сейчас попал. Да, как будто в область затылка пришелся этот удар. Стоп! Очень специфический звук ударов в кулачке. Такой немножко приглушенный. Приглушенный, но понимаю, что это больно. Да, особенно, когда стоишь вот в первых рядах. Это по-другому ощущается. И натыкается Гаврилюк на удары соперника. Вроде так же и сам бьет, но он немножко поточнее, кажется, сейчас Андердог. Тянется уже сам Андердог за своими ударами, подхватывает
Да, видим, оба Гаврилюк. подустали, хотели, видимо, досрочно закончить, очень резво начали. Да, и отдали много энергии. Ух, Ой, правый опасно. попадает хорошо. Болтануло Илья. сейчас Гаврилюка. И стоп. Подыши, блядь! Соберись, нахуй! Полуфинал Гран-при в легком весе. И напомню, что в Гран-при ничьи быть не может. И возможен при ничейном результате назначен 4-й экстра раунд. Но определитель должен быть выявлен. Небольшая техническая работа еще. И Время! Файт! поехали, бой продолжается. Аккуратненько, смотри, внимательно. Нет! Провали! Поддавливает опять Бобер. Ух, и пропускает. Пропускает. Но очень-очень духовитый. В принципе, оба здесь бойца духовитые. Но Бобер идет вперед. Да, и вот достает, пускай не самыми даже своими быстрыми ударами, но достает андердог. Все-таки антропометрия здесь, можно сказать, решает в этой степени. Ну, точно помогает. Сейчас опять хорошо. Андердог вставил свою правую руку, дважды причем. Но, тем не менее, Бобер попер. Да, и он все время идет вперед. То есть здесь действительно стоит отметить, что... И попадает сейчас тоже и правый, и левый Бобер. Да, что этого бойца не сломать. Руки в боки и пошел, как говорится. И вот сейчас очень хорошо оттянулся Бобер. Опасный там был правый оверхенд. Ух, и размашисто. Видим, что очень устал уже Илья. И просто вкладывает все, что есть в каждый удар. Да, Надеясь пытается закончить установить. досрочно. Да, пытается установить Бобра. Ну и пока во многих моментах ему это удается завершать атаки. А вот здесь уже Бобер находится со своими прямыми ударами. Но стоит отметить, что Бобер не остается в дистанции, а И он входит в свежее. оппонента. Бобер свежее. Да, явно смотрится свежее. он однозначно свежее. Бобру нужно не так сближаться, а оставаться в дистанции, где он может бить. Разошлись! Файт! Характерный бой показывает. Ребята, ой, хорошо сейчас. Бобер на правую руку встретил оппонента. Стоп! Разошлись! Файт! И концовка. Да, видим, не осталось сил совсем у Ильи, андердога. Да, клинчуется он. И я думаю, не меньше устал и сам Бобер. На самом деле все оба красавчики. На середину, бойцы! На середину!
Итак, оглашение. Первый судья 29-29. Второй судья 29-28. Третий судья 29-28. Решением судей победу одержал Данилюк Анатолий по прозвищу Бобер! Илюха, настоящий андердог. Никто не верил, все мне говорили, досрочно в первом раунде. Дайте попить воды ему. Давай воду ему, башка болит. Прямой эфир. Слышишь, давай сделаем селфи. Илюха, как твои ощущения? Добрый вечер. Ощущения очень тяжелые вообще. Фух. Дыхалки нету у меня. Извините, пожалуйста, всех, кого подвел. Очень много людей за меня болело. Спасибо. Хочу передать небольшой подарок у меня есть для моих хейтеров. Сейчас я найду, где камера? Вот, да, сейчас. Вот тут есть. Этому мужику уважение. Я с ним перед боем, мы вообще отлично общались с ним. Так получилось, мы сошлись с тобой. Очень обидно. Блин, так хотел гран-при, я мечтал просто. Но сегодня победил сильнее. Дай Бог тебе здоровья. Всем спасибо большое, друзья. Не обессудьте. Не обессудьте. Толя, тебя с победой, проходишь финал гран-при легкого веса. Первый твой полный бой, насколько я знаю. Тяжело далось? Да, что-то пошло, тяжело, рассчитывал, что по-другому продышу, что-то ножки заболели, такое. Ну, так нормально. Продышался, вот, выхватил, все четко. Хочу поблагодарить свою команду, зал, свор, всем, кто меня поддерживает, их организаторам. Хочу передать любимой жене привет, что она меня поддерживает, родителям. И хочу отдельную благодарность выразить WhiteBit, спонсором. Криптобиржа в мире лучше. Всем спасибо. Спасибо. Толя, как всегда, немногословен. Заслуживают бойцы бонус? В прошлый раз вы громче кричали. Заслуживают или нет? Да, спасибо, друзья. И мы продолжаем. Боец. И встречаем Назар Олейник! Один из главных фаворитов Гран-при, который добился огромного признания от фанатов за высокий уровень боксерского мастерства и невероятную харизму. Два его последних поединка заканчивались в доминирующей манере, с нокаутами в первом раунде, и он не намерен сбавлять обороты и продолжить эту красивую серию. Представляет город Переяслав. Его рост 182,
вес 70 и ему 21 год. Базовый боксер, КМС по боксу, трехкратный чемпион области по боксу. Рекорд Махача 4-0. Поприветствуем Назара и встретим, друзья. А противостоять ему будет Андрей Хохлов по прозвищу Файтер. Жестокий рубака, который не знает о значении слова «отступать» и всегда идет вперед, навязывая соперникам свой стиль с первой секунды сражения. Его стойкость вызывает восхищение, а умение нокаутировать соперников, как в голову, так и в корпус, завораживает и пугает. Представляет город Ровно, его рост 175, вес 69 и ему 24 года. Базовый боец ММА. МСМК по казахскому двобою. Рекорд Махача 3-0. Давайте встретим Андрея и поддержим его, друзья. На середину бойцы. Внимательно слушаем мои команды. После команды «Стоп» не бьем. Честный кулачный бой. Руки пожали. По местам. Судья готов? Судья! Судья! Первый раунд! Интереснейший бой нас сейчас ждет. Два бойца идут без И резко проигрыша. начинает Назар. Двойной джеб. Олейник Назар с рекордом 4-0 и его соперник Хохлов Андрей 3-0. Соответственно, Назар в черном тейпе, а Андрей в желтом. Всегда интересно, когда бойцы идут без поражений. Да. Это всегда дает Добавляет дополнительный мотивации. интерес. Тем более, когда в такой организации, как у нас Махач, здесь нет набивки рекордов, здесь все ребята дерутся друг с другом, все со всеми дерутся, поэтому Да, прямой отбор. Ой, как хорошо сейчас. апперкотом поднял голову Назару Андрей. Хорошо. Андрей базовый боец ММА, а Назар это Боксер, да, это видно боксер. у него любительскую школу, он так прыгает всегда, прыгучий такой. Да, чувствительный на ногах. В то время, когда Андрей, наоборот, более собран. Подзажал пока Назар соперника, и вот сейчас очень с размашистыми ударами на разножке пошел Андрей. Но мимо. Проваливает Назар за счет корпуса и сразу добавляет левый сбоку. А сейчас пропустил Назар. Хорошо. Хороший эпизод Андрея. Встретил Встретил, и правым. я думаю, что Файтер это почувствовал. Сейчас хорошо опять Назар подхватывает на левый сбоку оппонента. И вновь. Подсказывает право прямой, левый снизу. Это вот как раз, я думаю, подсказка в сторону Андрея, из угла Андрея. С левым сбоку Андрей налетает на оппонента. И 10 секунд у нас. Размашисто очень работает Андрей, но пока не может попасть. Да, и вот опасно Назар вставляет свою правую и вновь.
Второй раунд. Достаточно конкурентно получился первый раунд, и смотрим, что нас ждет во втором. Ну да, я все-таки думаю, ух, Ой, хорошо. попадает Андрей. Да, файтер И достает. пошла рубка у нас на мешках. Да, и сразу пытается реваншироваться Назар. Очень опасно действуют бойцы. Достаточно открыто в таких разменах. Да, видимо, почувствовал Андрей, что проиграл, наверное, уступил первый раунд и Решил начинает сразу второй очень реваншироваться. агрессивно. Это хорошо, да, получился тот эпизод у Андрея. Быстро он сократил дистанцию. Сейчас пытается также с двойки зайти. Здесь Назар уже включил контроль передней рукой. Хорошо. Слышим мы опять, и вновь слышим мы эти глухие удары. Перестали бойцы практически работать по корпусу, выцеливают только в голову. Подустали, подустали. Да, большой темп задали в первом раунде и в начале второго вот эти вот спурты. Но я думаю, что ни один спурт мы увидим в этом бою. Опять с дальней руки начинает Андрей, подныривает сейчас Назар. Да, как бы проваливаясь так в свои удары, Андрей, но спасается клинчем потом. Двойка и второй Вот удар это попадает. Застоялся Андрей в одном моменте, и Шаг вперед. Назар 6, нащупал. 7, 8, сажал. Показывает Андрей, что продолжаем, все окей. Но нокдаун засчитан. Опять налетает Андрей с дальней руки, достаточно видно. Хорошо, сейчас Назар. Там апперкот ставил. Неплохая, да, комбинация. И И опять хорошо, сейчас два Андрей апперкота прошли. Ух, и хорошо заканчивает заканчивает раунд. он двумя боковыми. Если бы не нокдаун, то забрал бы он этот раунд, но Да, но 10-8. 10-8. Третий раунд. Капа. Итак, завершающий раунд. Крутой бой мы наблюдаем. Отличный бой. И Андрей опять начинает раунд очень резво, агрессивно. Ух, и попадает, и пропускает. Да, напомню, что прошлый раунд, скорее всего, остался за Назаром ввиду нокдауна. Да, но тем не менее показал нам тот... Да, и Андрей в концовке очень хорошо себя проявил. Сейчас вот очень это хорошо идет. попадает. И это также нокдаун. Нащупал Андрей свою дистанцию. Да, и бой у нас здесь еще ничего не решено в этом бою. И видим, что Назар не может встать. Вот Да. это да! Напропускал. Вот это победа у Андрея. Ярчайший бой. Просто вырвал победу. Доктор, давай, смотри. Вырвал, и это ему многого стоило. Конечно. Доктор, зайдите. Врачам быстрее. Дякую Андрюхі за охуєнний бій. Це реально було круто. Дякую з його підтримки. Дякую своїй підтримки. Мама, дівчина, я вас люблю. Україна!
ще вернуться. Слава Україні! Андрюха, с победой! Яркий поединок, очень зрелищный. Я думаю, понятно, что ребята заслуживают бонуса. Андрюха проходит в финал. Поздравляю тебя. Все считали Назара фаворитом, но ты просто показал невероятный класс. Как твои ощущения? Ну, я сюди прийшов і показав вуличний стиль. Не так, як бокс, а як просто пацани, які з вулиці б'ються. Так само показую, що в Ровному дуже духовиті пацани, які йдуть до кінця. Тобто, щоб не було. Так само на цей турнір я вже готувався, он мій тренер Ваня Хащівський. Ми тренувалися 3 тижні, по 3 тренування в день. Пахали реально з останніх сил. Дякую. Коротше, не буду багато говорити, реально. Назар теж красава, стояв до останнього, я теж пропускав. Він пропускав, але як показує кулачні бої, в грі я завжди сильніший, якого крепший характер, який стоїть до останнього. Так що все, дякую, хто приїхав підтримати. І всім махач. Друзья, мы продолжаем дальше. Из 4 побед при 0 в графе поражений. И это действительно конкурентное противостояние, которое мы сейчас с вами увидим. Если посмотреть на рекорд на голых кулаках, даже будем точнее в Махаче у Разумовича Игоря, то мы видим 3 победы нокаутом и 1 решение. Вот решением он одолел Теплюка Вадима. Ну, Ткаченко Александр не уступает. И у него там такие были зарубы, просто жуть. Поэтому ожидается бой, на самом деле, очень-очень классный. Сегодня вообще респект Андрюхе Лимонтову. Он подобрал отличный карт, поэтому скучно не будет никому. Да, однозначно. Первые бои фирменные уже крутые, что будет. Следующими в этот ринг выйдут участники полуфинала Гран-при среднего веса. А это означает только одно, что пора подготовиться к тяжелым ударам, от которых сводит скулы даже у зрителей. И первым к нам выйдет Игорь Разумович! Огромный бульдозер, который не замечает никого на своем пути, сметая своих соперников в течение 1 минуты.
Первый свой поединок Игорь провел лишь в прошлом сезоне Махача и доказал, что может пройти полную дистанцию. Непобежденный и очень опасный рубака, каждый мах которого может лишить здоровья любого оппонента. Представляет город Борисполь. Его рост 182, вес 87, ему 19 лет. Базовый боксер с рекордом Махача 4-0. Давайте встретим Игоря и поприветствуем. А его соперником в 8-м сезоне станет Александр Ткаченко! Полюбившийся многим за особенный стиль ведения боя, потрясающую реакцию и голливудскую улыбку. Не имея соревновательного опыта и спортивных регалий, Саша нашел себя в Махаче и сумел стать одним из самых опасных средневесов, который очень уверенно преодолел 4 стадии Гран-при и настроен забрать главный приз – новенькую Toyota Camry. Представляет город Одесса. Его рост 182, вес 89, и ему 27 лет. Базовый уличный боец, который нашел себя в Махаче. Поприветствуем Александра в нашем мешкогоне. Готов? Готов? На середину. Внимательно слушаем команды. После команды стоп не бьем. Честный кулачный бой. Руки пожали. По местам. Судья! 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 Первый раунд! Файт! Итак, следующий бой. Разумович Игорь с рекордом 4-0 и с таким же зеркальным рекордом Ткаченко Александр. Хорошо, сейчас Игорь встречает оппонента. Ой, и правым попадает очень хорошо Александр. Стиль у него такой очень необычный. Ой, жестко. Сбивает удары. Ой, как опасно пробивает. Не останавливайся! Подныривает Игорь под оппонента. Старше Александр по возрасту и как вот более старший. Как будто действительно возраст сыграл. Очень резво он начал. Но вот и включился Ткаченко Игорь. И уже несколько удачных эпизодов у него был обмен джебами. Действительно такая чувствительная манера работы у Александра. Не все в такой манере смогут работать. Да, рискованная манера, но для него это очень эффективно, идет без поражений. Да, плюс учитывая то, что Ткаченко описывает именно как уличного бойца, он больше с нестандартной техникой. Да, но явно видно, что боксом занимается. Да. Не знаю насчет описания, но видно, что с тренером точно работает по боксу. Да, удары однозначно поставлены, но и вот эта вот манера сбива, она действительно не всем Это подходит. видно, что спарринга тоже у него хватает, потому что так себя чувствовать уверенно с опущенными руками, без спаррингов. Ой, хорошо. Пропускает правую, но держит хорошо удар. Но вот Ткаченко все проверяет и проверяет его челюсть. Сейчас, видимо, какой-то диалог был между бойцами. Концовка. Вот Ткаченко сам уже поднял плечо. И хорошо заканчивает.
Продолжается этот ярчайший поединок, по-другому его не назовешь. Сейчас хорошо Ткаченко с боковым. Но очень стойкий и, Александр. Прям как будто бы даже не замечает этих ударов. Да, и плюс вот это Хотя вот. удар плюхи-то там, ой-ой-ой. Да, и плюс вот эта вот работа Александра с уклонами и попытки сбивов удара. Как мы говорим, это действительно нестандартно, очень хорошо сейчас Ткаченко все-таки пробил через защиту. Зачастую мы видим, когда против бойцов выходят вот бойцы с такой манерой, оппонент начинает теряться. Но вот мы видим, Игорь не теряется, даже когда не попадает, продолжает бить. Плотно сейчас попадает Александр джебом. Еще разок. Накладывает правильно он руку. Нужно Игорю искать, как войти со своим ударом. Хорошо, сейчас опять эпизод за Александром. И вот вставляет он этот полуапперкот. Ух, и правым добавил тоже. Очень неплохо. Да, и видим мы сечку на лбу у Игоря. Пытается Игорь опять с левым боковым достать, но Александр действительно чувствует дистанцию. Да, и очень пропускает. удивительно. Ой, Вот попадает! Попадает! Игорь! Оба просто сумасшедшие держат удары, потому что и тот попадают. Но Александр как будто глазом не моргнул, просто Вообще продолжил. как будто бы просто терминатор. Да, вот что знаете 4-0 у ребят. Затянутый уже мы видим немножко удар у Игоря. Но и Александр, я думаю, немножко сбавил тоже функционально. Ну да, он и пропускал тоже здесь неплохо и работает активно, поэтому... Мы знаем, что очень много сил тратишь, когда пропускаешь удары. Саня лучше, просто лучше. Ну что ж, смотрим. Завершающий раунд этого, не боюсь слова, крутейшего боя. Да, и очень равный у нас бой. Но стоит отметить, что Александр все-таки немножко был поэффективнее и в защитных действиях, и в атаке. Но, тем не менее, тоже пропускал. Тоже пропускал. До этого вообще мы от Александра не видели особо пропущенных ударов. А вот здесь Игорь доставал. Да, там не просто доставал, а там прилетали очень серьезные плюхи. Хорошо. Действует Игорь. Не видели, попал ли точно, куда пришелся удар. Но это было эффективное действие. Уже сам Игорь пробует сбивать удары. Ой! Левым боковым попадает Александр. И как будто не дорабатывает, дает он возможность остановиться. Эффектно смотрятся вот эти эпизоды. Да, пошатнул он Игоря. Есть вот стилистика бойцов, кто получается так чувствительно работать на отклонах. И Александр один Это из них. смотрится очень красиво, Да, да, безусловно. Эффектно. И вот сейчас посмотрим сечку над левым глазом Работаем. у Игоря. Тайм! Файт! Сейчас там живот сильно сразу! Живот, потянули! Живот ему, пробей, блядь! Заходит жебом сейчас Файт! Александр. Не сбавляют темп ребята у нас.
Мне очень нравится, как спокойно Александр. Да, как хищник он подходит. Да, несмотря там на пропущенный. Ух, и вот сейчас опять пропустил левый боковой, ну даже не моргнул. Да, не показывает он никак, что пропускает удары. Хорошо, сейчас достигает удар. Желтый, вернись. Саша, восстанавливай сейчас. Вам сейчас раунд дал. На оглашение. На середину бойцы. Итак, первый судья 29-28 в пользу Разумовича. Второй судья 28-29 в пользу Саши. Третий судья 29-29. Ничья. В гран-при ничья невозможно, поэтому экстра раунд. Бойцы отдыхают. Сейчас решающий один раунд. Поддержите бойцов, это тяжелый поединок, тяжелый вес, дерутся для вас. Четвертый раунд, тайм! Так, бой продолжается, неожиданный четвертый раунд. Ну да, здесь, в принципе, 3 первых. Был бой довольно-таки равный. Я думаю, сейчас счастливы зрители увидеть продолжение этого противостояния. Но, наверное, Артем, это не просто вот такие моменты для бойцов, да, когда тебе еще... Ну да, эмоционально особенно. Ух, вот это у нас рубка пошла. Но, как видим, не зря нам дали дополнительный раунд здесь. Разумович там летит на оппонента. И сейчас больше у него стало получаться. Александр отвечает тоже. Но пропустил Он пропустил, но и не забывает ответить. Ну, правильно, в принципе, действует Игорь, потому что здесь все судится по одному раунду. Да, все, что было до, мы можем забыть, и только этот раунд будет оценен судьям. Ой, как хорошо достает Александр Игоря. Ну, а Игорь правильно вяжется в ближней дистанции, держит руки у головы, не дает по себе бить. И как мы уже не раз отмечали, эту необычную, нестандартную технику Александра. Как вот он успевает вставлять руки. Ой, достает Игорь двойкой. И промахивает сейчас Александр левым боковым. Так, подтаскивает Александр за свою правую ногу. Поджал его к мешкам сейчас.
Подсказывает Александр, 30 что осталось секунд! всего 30 секунд. По итогу которых должен решиться тот, кто пройдет дальше. Раздергивают бойцы, левый сбоку. Чувствую, нужно будет еще один раунд давать дополнительный. Хорошо, сейчас очень равно ребята работают. Левым сбоку сейчас пытался достать Игорь, и все. Так, в этом фактически равном поединке раздельным решением судей победу одержал Разумович Игорь! Как ощущения, Саш? Ну, такое. Все хорошо. Хочу выразить благодарность, кто меня поддерживал. Спонсоры. Whitebit, криптобиржа и бренд одежды Океан. Тёма, спасибо за поддержку. Саня, Скат, тоже привет. И босс, дай мне рубой. Все, всем спасибо. Саша чемпион, давайте его поддержим в такой рубке. Фактически равный бой. Мы еще неоднократно увидим его в Махаче. Поддержите, пожалуйста. Игорь, поздравляю тебя с победой. Проходишь финал. В финале он встретится либо с Булгаковым, либо Красавчиком. Это наш следующий бой. Самый тяжелый бой, наверное, для тебя в Махаче. Самый тяжелый. Добрый вечер всем. Бля. Спасибо пацанам, короче. Тренеру Олегу Вікторовичу, правильно, Олег? Да. Бо мене трошки з голови вилетіло. Тобі, Андрюха, спасибо. Всім, хто мене підтримував. Спасибо сопернику. Його углу. Борис Пальситя, короче, класс. Ну и все, больше ничего не могу сказать. Голова болит, и все. Не слышу слов за бонус. Один из самых ярких поединков этого вечера. Поаплодируем еще раз этим воинам. Спасибо большое. А мы продолжаем. Можем увидеть, как я уже начал говорить, что для всех ребят участие в Гран-при — это определенный шанс в жизни, это определенные цели, и ребята очень расстраиваются, когда вылетают. Ну и особенно это вдвойне обидно, когда в столь равном бою. Здесь действительно
вот особенно последний дополнительный раунд была ничья, был 50 на 50. Отдать кому-то победу было практически невозможно, но это гран-при, кому-то ее давать нужно было, иначе оно не может продолжаться. К сожалению, сегодня удача не была на стороне Александра, но мы поздравляем Игоря и будем за него болеть, смотреть, Да, как... да. А как раз в следующем бою, где встретится красавчик Гребенюк Данил с Булгаковым Дмитрием, определится оппонент Игоря по финалу. Но и стоит все-таки отметить, что такая необычная техника у Александра. Я комментирую разные кулачные промоушены. Если вы видите в этом зале девушек, то с большой вероятностью они пришли сюда именно из-за него. Встречайте, Данил Гребенюк по прозвищу Красавчик! Истинный хищник в ринге, который готов идти до конца, невзирая на падения и пропущенные удары. Стальной характер и удивительная физическая форма создали красавчику образ непобедимого бойца, у которого всегда есть план «Б», если что-то пошло не так. Представляет город Днепр, его рост 180, вес 83, и ему 26 лет. Базовый кикбоксер, чемпион Украины по кикбоксингу, многократный участник национальных соревнований по кикбоксингу. За плечами 4 победы и 1 ничья в Махаче. Поприветствуем Данила, друзья! А противостоять ему будет Булгаков Дмитрий! Вернувшись в Гран-при после обидной травмы, Дмитрий настроен доказать, что именно он сильнейший средневес Махача. Несмотря на неожиданное и досадное поражение в главном поединке прошлого сезона против Свирида Игоря, Булгаков врывается в сегодняшний турнир еще более злым и опасным, чем когда-либо. Представляет город Харьков, его рост 189, вес 88 и ему 35 лет. Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта международного класса по боксу, мастер спорта по контактному карате. Самый титулованный боец нашей организации. Давайте поприветствуем Дмитрия и поддержим, друзья. Готов? Готов? На середину, бойцы. Внимательно слушаем команды. После команды стоп, не бьем. Честный кулачный бой. Руки пожали. По местам. Судья! 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 Первый раунд! Файт! Так, следующий бой. Очень интересный бой у нас. Булгаков один из самых опытных бойцов Махача, если не самый опытный. Но и красавчик тоже очень взрывной. У него, конечно, по опыту он уступает, но по взрыву, по силе удара очень опасный боец. Хорошо, здесь красавчик ходит с правой рукой. Да, было у Булгакова одно поражение, как раз в прошлом бою встретился он с Игорем Свиридом. И правильную, я считаю, выбрал здесь стратегию. Красавчик не дает работать с дистанции Булгакову, потому что Булгаков левша, и он с дистанции очень красиво расстреливает оппонентов по печени. Он делал это неоднократно, да, и и видно, очень что эффективно. красавчиком проделана домашняя работа.
И тактически правильно, как уже не раз я подметил, подобран сейчас бой. Правильно, красавчик очень смещается. И вот как раз сейчас был пример, как Булгаков хорошо очень умеет контролировать бой своей дальней левой рукой. Да, он очень красиво работает с дистанции. Если ему дать найти свой ритм. Как раз вот этот вот ритм и дал ему найти свой ритм в том бою. И сейчас красавчик ставит перед собой такие же цели. Ух, хорошо в корпус нащупал пробил. корпус, да. Булгаков. Очень он красиво работает в корпус, очень точно. Такой академический бокс у Булгакова. Ну и учитывая, что он левша, это, конечно, усложняет работу оппоненту. Пытается вот так вот на разножках подойти. Красавчик. Но пока Булгаков все видит. Сейчас как раз красавчик начинает акцентировать внимание на корпусе. Пытается, видимо, остановить своего оппонента плотными попаданиями. Ой, хорошо, сейчас красавчик левым сбоку попадает. А здесь уже накрывает его Булгаков. Конкурент у нас получается первый раунд. Есть, попал! Сейчас по корпусу. Секунд. На середину. Капа. Второй раунд. Файт! Так продолжается у нас противостояние. Кто же пройдет в финал в этой весовой? Замечание от рефери. И бой продолжается. Красавчик по-прежнему выцеливает корпус. Ну и хорошо сейчас вяжется. Булгаков не дает по себе попадать. Ух, и сам идет вперед и явно попал. Такое ощущение, что болтануло красавчика. Стоп! Стоп! Разошлись! Да, и сейчас, когда уже немного подустал, красавчик, сложнее уже ему свой геймплан придерживаться, да. Ух. И вот такие моменты еще они также отнимают сил. И видно немножко, что встряхивает руками красавчик, подзабились плечи, возможно. Тайм! Файт! Перекрывается красавчик. Но ему обязательно не нужно стоять на месте, потому что если он будет давать по себе попадать, то это может плохо закончиться. Да, вот именно поэтому, когда усталость начинает уже играть свою роль, ему будет намного сложнее с его стратегией против Булгакова. Да, в данном случае антропометрия очень сильно решает. Попадание от Булгакова. И у Булгакова за счет его опыта очень хорошее чувство дистанции. Да, пускай четко знает, бьет, но насколько длинны вовремя. его руки, он четко знает, на какой дистанции он попадет. Как только в зону его атаки поступает его оппонент, он сразу же запускает такие ракеты в корпус, в лицо. И при этом использует также защиту, отклоны. И вот сейчас уже хорошо заходит, заступает за спину. Тем самым не дает возможности красавчику. И неплохо прошел в ноги. Да. Булгаков хоть и кикбоксер, но базовые элементы борьбы знает. Ну и уже действительно меньше в этом раунде удается красавчику сделать. И вот этот стиль вот этого Булгакова, когда он начинает как кобра заманивать. Когда он начинает как кобра заманивать, то есть вроде бы такой весь расслабленный, и откуда ни возьмись, запускает ракету в печень, и на этом все заканчивается. Поэтому нужно быть очень осторожным красавчику здесь.
Третий раунд. Да, во втором раунде у нас Булгаков перехватил инициативу. Можно сказать, сейчас интересно, как будут развиваться события в третьем финальном раунде. Ох, удар в пах. Удар в пах, к сожалению, Ну, бывает. непреднамеренно, да, я думаю, что это было, но действительно темп боя это меняет немножко. Ломает периодически. Но это дает возможность красавчику немного восстановиться. То, что как раз ему, возможно, нужно. Тем более, что сейчас он будет знать, что это последний раунд. Немного отдыха и можно опять рубиться. Ух. Да, плотное попадание было, но всегда не нужно забывать, что возможен экстра раунд. И на него также, возможно, и как могут хорошо силы. работает Булгаков. Очень хлестко выцеливает на оппонента. Очень красиво. Он пробил в корпус, клинчнулся буквально на секунду и сразу же оттолкнул и вернулся с правым боковым. Это именно опыт. Опыт. То есть показывает клинч, вроде бы оппонент расслабился, думает, сейчас будет клинч. И вот сейчас Ух. хорошо, опять же, элемент, как толкнул оппонента, заступив правой ногой за левую ногу. Да, красавчика. опыт, конечно, видно у Булгакова. Хорошо, он сейчас втыкает переднюю. И в этом бою, я считаю, это и стала разница. Это как раз вот опыт. Потому что и силы, и взрыва красавчику хватает, но вот именно опыт, конечно же, в этом бою решает. Ух! По корпусу. А ему отвечает уже красавчик своей комбинации. И показывает Булгаков, что в пах опять был удар. Да, но здесь рефери не останавливает бой. Сейчас красавчик наткнулся на джеб. Файт! Стоп! Стоп тайм! 2 раза. Ну и Булгаков просит время. Показывая, что 2 Средний раза был тайм. в пах. Файт! Продолжается бой. 30 секунд! Поддержим бойцов! Да, я считаю, в интересах Булгакова же как можно быстрее начать, а не отдыхать здесь. Хотя я понимаю, ему попали в пах. Но чисто стратегически хорошо Чисто стратегически накрывает. И здесь потому ответ что уже. вот эти отдыхи для красавчика, они вот потом этим заканчиваются. Взрывом еще очевидным его. А он очень опасен в каждом взрыве. Да, безусловно, у красавчика взрывные атаки и быстрое сокращение дистанции это на уровне. Сейчас хорошо Булгаков ставил снизу левую. И заступил за левую ногу оппонента. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Булгаков Дмитрий Алексеевич! Даня, хороший бой. Начало было правильное. Не стал боксировать, но потом что-то поменялось. Что не так? Добрый вечер. Мы всегда делаем то, что можем. И я рад тому, как бой прошел, несмотря на поражение. Мы по-любому становимся сильнее от подготовки к подготовке, от боя к бою. Я явно стал сильнее, готовясь к самому титулованному и такому серьезному сопернику в Махаче. За что ему спасибо за этот бой. И вам, как организации. Это не столь имеет значение, до 80 или до 85. Я не так парюсь насчет весовой. Также я хотел бы поблагодарить очень сильно Женю Кручко. Это мой тренер, который готовил меня к этому всему. Джентльмен Клаб, а также White Beat, самая лучшая в мире биткоин-биржа. Спасибо вам, что пришли. Have fun. Наш местный мастер Йода врывается в финал за Toyota Camry. Неожиданный поединок, вся дистанция. Все говорили, что вы фаворит, но не говорили за всю дистанцию. Как оцениваете Даню? Здравствуйте.
Здравствуйте, Махач, все зрители, все поклонники. Сразу приношу еще раз извинения за прошлый бой. Так получилось со Свиридом. Не успел подготовиться, смотрел, стыдно было. За бой не чувствовал дистанцию. Хочу сейчас отодраться и попросить, чтобы сделали реванш. Но это в прошлом. Спасибо сопернику. Соперник хороший был. Я ни в коем случае никогда не настраиваюсь на то, чтобы завершить досрочно. Знаю, что знатоки хотят смотреть бой, а зрители хотят смотреть нокаут. Но если ты зарядишься, то никогда не попадешь. Сейчас было просто интересное. Было несколько ударов ниже пояса. В раздевалке Абубакар сказал, что забыл бандаж. И начал всех спрашивать, одевают ли. А я такой говорю, а зачем он типа нужен? Большой сюда не залезет, а сюда мало кто попадет. И вот меня наказали. Теперь сделаю выводы. Собственно говоря, всем спасибо. Спасибо организаторам, спасибо зрителям. Я всегда выхожу и стараюсь показать красивый бой, выкладываюсь насколько могу к следующему бою. Еще лучше подготовлюсь. Спасибо всем, кто приехал меня поддержать, кто кричал. Спасибо, Саша, Виталик, Слава. Ну и, конечно, моя жена. Она сейчас в положении у меня. Вот. Я пытался, ей нельзя нервничать, я пытался ей сказать, может, дома останешься, но это без нее даже приехать бессмысленно, она все равно приедет потом сама. Втихаря, потому что мы все вместе. Прости, Зая, за прошлый бой, что ты тебя так было расстроилась, и всех родных прошу прощения, но я буду драться пока могу, потому что я это люблю. Хотя все мои знакомые говорят, заканчивай, мы тебя и так поддержим. Всем спасибо. До свидания. Давайте еще раз поаплодируем бойцам, друзья. А мы продолжаем. Его возвращения фанаты кулачных боев ждали уже несколько месяцев. Ведь в памяти у всех остался его взрывной дебют против Абубакара Сулейманова. Встречайте, Валерий Выгонский по прозвищу Перс! Один из самых титулованных спортсменов нашей лиги, который официально заключил контракт с нашей организацией и намерен отпраздновать это событие второй победой. Настоящий ураган в межкогоне, который наносит удары с такой скоростью, что сложно увидеть даже на повторах.
Сначала победа, потом на расслабоне на чиле. Вот жизненная кредо Валеры, и он не намерен от него отходить. Представляет город Першотравенск. Его рост 187, вес 84, и ему 27 лет. Пятикратный чемпион мира по кикбоксингу, трехкратный чемпион мира по муай-тай. Давайте встретим Валеру и поприветствуем его, друзья! А противостоять ему будет один из самых ярких за последнее время дебютантов — Владислав Кажурин! Опасный спортсмен, чей образ жизни приучил его к тому, что всегда нужно держать удар и быть готовым нанести ответный. Обладатель тяжелой колотухи, который в своем дебюте победил одного из самых опасных средневесов нашей лиги, Данчина Ярослава. Сегодня Влада ожидает одно из самых тяжелых испытаний в нашей лиге. Но я на 100% уверен, что он не отступит назад и проведет очередной зрелищный поединок. Представляет город Днепр. Его рост 185, вес 83, и ему 33 года. Мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Давайте поприветствуем Влада и пожелаем ему удачи. Стадионы бойцы. Внимательно слушаем команды. После команды стоп, не бьем. Честный кулачный бой. Руки пожали. По углам. Время! Итак, следующий бой. Ко мне на комментаторском поприще присоединился Петр Иванов. И мы смотрим бой и комментируем его в том числе Выгонского Валерия по прозвищу перформанса от Лиги Махач и его оппонента Кажурина Владислава. Оба бойца идут в Лиге Махач на серии из одной победы. Да, добрый вечер зрителям. Уверен, что нас ждет очень интересный поединок. Да, стоит отметить, что Перш является заслуженным мастером спорта по кикбоксингу, а его оппонент мастером спорта международного класса. То есть большой любительский бэкграунд у бойцов. А вот здесь вот рефери сделал замечание, чтобы они не общались. Хорошо, сейчас Кажурин пробивает по корпусу. Пока ребята не торопятся. Боксируют на дистанции, раздергивая друг друга. Да, попытался сейчас вот Кажурин сократить дистанцию, попасть, но Перш все видит. Сейчас стоит отметить, как персонажа Валерия Выгонского, очень яркий боксер, как в ринге, так и вне его. И отметился он победой над Бакаром Сулеймановым, чемпионом известной кулачной лиги. Поэтому в этом бою от Валерия ждут многого. Да, я думаю, многие зрители ждут также реванша Выгонского против Абубакар, но это будет уже известно после этого боя. Отметим также, что Выгонский у нас левша, с левшой очень тяжело работать, пока Кажурин Владислав не может найти к нему дистанцию, да. Дистанцию не может подобрать. И... Действительно, раздергивает пока бойцы, но его здесь выпадает. Здесь попал. Кажурин достал своим ударом. И мы помним, какую тактику использовал Выгонский с Абубакаром. Он очень быстро постоянно смещался. Здесь мы видим немножко другую работу от Валерия. Видимо, не так он побаивается мощи оппонента, как это было в бою с Абубакаром, которому практически не давал бить, постоянно двигался. Итак, 10 секунд первого раунда. Смотрим, чем же закончится. Немного активных действий в этом раунде наблюдали, но были попадания с обеих сторон. И стоп.
Тайм. Итак, продолжается бой. Напомню, что Перш Валерий Выгонский в черном тейпе, а его оппонент Кожурин Владислав в желтом. В первом раунде ребята пока присматривались друг к другу, нащупали свою дистанцию и посмотрим, как у нас будет второй раунд. И вот Выгонский пошел вперед. Выгонский провалил дауншот оппонента и подхватил свою атаку, но каких-то плотных попаданий мы не увидели еще пока ни с одной, ни с другой стороны. Пока Кожурин Владислав выбрал такую контратакующую позицию, ждет своего соперника и иногда набрасывается на него. Но Выгонский пока контролирует дистанцию и смотрим, что будет дальше. Да, оба нестандартных бойца, оба из стиля, где присутствовали и руки, и ноги. Ну и поэтому на ногах оба бойца, кстати, чувствительны. Хорошо, сейчас сохранил дистанцию Вот, Перш. зацепил Выгонский соперника. И продолжил свою атаку Выгонский. Я думаю, что этот эпизод за ним. Слышим, как Выгонского поддерживает зал. Кожурин сейчас неплохо левым боковым, но зажался. Зажался, и в этом раунде намного больше получается у Валерия. Да, насчитывает судья нокдаун, пропустил по корпусу Владислав. Да, причем так со стороны не было, не казалось, что это был нокдаун, а вот все-таки оказался он. Выгонский накладывает правую руку, пытается ей сконтролировать соперника. Попал. Заметим также, что он поменял стойку. Первый раунд он работал в левше, сейчас поменял стойку и работает в правше. Что также может доставлять неудобства. Конечно. Пока Владислав не может подстроиться под своего соперника. И вот, попадает. Дотянулся он своей правой рукой. Так, клинч. В своей манере Выгонский в клинче пробивает по корпусу. Здесь в какой-то момент количество переходит в качество. Хорошо, сейчас Выгонский накинул правой и ушел. Сейчас стал больше подвижен на ногах Выгонский, не остается после атак, постоянно уходит. И концовка второго раунда. Ну и в этом раунде, мне кажется, Выгонский был более точнее, чем Владислав. Да, поэффективнее смотрелись его действия. По углам. Итак, смотрим заключительный третий раунд. Это не гран-при, поэтому здесь, скорее всего, экстра раунд не предусмотрен. Так, Владислав начинает первым номером работать. Ему надо этот раунд забирать, однозначно, потому что хочет победить, однозначно. Да, первую половину боя он уже проигрывает, и ему сейчас надо рисковать. Да, итак, вот хорошо. Не просто проигрывает, еще и был нокдаун. Когда раунд, значит, почти 10-8 с большой вероятностью. Выгонский работает постоянно в клинче, то есть не перестает он включать свои удары. И вот Выгонский уже проявляет инициативу, работает первым номером, хочет перехватить. Да, и мало стал его встречать оппонент. Слышим, как поддерживает Выгонского публика. Сел он на нижний этаж. Видимо, готовит сейчас боковой удар. Или какой-то удар с большим размахом. Хорошо, Супермен панч, но мимо. Сдваивает Валера. И стал свободнее чувствовать он себя. Да, он хорошо работает в ближней дистанции, пока Владислав не может подобрать все-таки свою дистанцию, работает в ожидании, и пока все безуспешно. Обмен еще ударами прямыми. Стоп. Стоп. Ну и я думаю, что завершающая фаза этого боя. Смотрим. Валера начал играться с публикой и с оппонентом, как бы это не привело к плохому. Главное не заигрываться, но вроде все контролирует. И показывает то, что удары где-то очень далеко. Итак, бой подходит уже к концу, и мне кажется, Владиславу нужно все-таки обострять. Обострять, ломать вот эту вот манеру Валеры. Именно драться, потому что Валера уже не давать пижониться, да, потому что чувствует, что выигрывает и вот просто дурачится с оппонентом. Как бы эффектно это не смотрелось.
обмениваются ударами по корпусу. Несколько раз Валера выбивает по голове и также пропускает. Но я думаю, что на этом раунд сейчас закончится. Интересный бой мы сейчас наблюдали. Поддерживает Валера статус звезды Махача. Я думаю, что этот бой он выиграл. Там был явный нокдаун. И как минимум первый раунд, мне кажется, также первый и третий также за Валера. Я думаю, что бой единогласно за ним. Да, я согласен. Бойцы на оглашение. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Валерий Выгонский по прозвищу Перш. Влад, ты чемпион. На коротком уведомлении согласился против такого титулованного оппонента выйти. Твои ощущения после этого поединка? Да ну, нормальные ощущения, ничего такого. Нечего сказать. Единственное, что хотел поблагодарить парней, что меня поддерживают здесь и дома. Тренера Тимура Брыкова, который меня поднаготовил тренировать и тоже. Хотел тоже представить зал в Атагу. Пацаны от души. Спасибо. Дорогие зрители, я хочу сказать вам кое-что. Тяжело бойцам, например, вот Влад с Днепра, драться в Киеве, для вас показывать зрелищные поединки, когда нет никакой поддержки, даже когда он выходил. И вообще в целом, мы же не на похоронах здесь, они дерутся ради вас. Здесь полный зал, человек 700, полный солдаут. Такое чувство, что мы в подвале где-то. Давайте активнее, они делают это для вас. Валера, чемпион наш. Поздравляю тебя с победой. Какие планы на будущее? Планы на будущее? Ну, конечно, хочется крутых боев. Я много вижу, комментариев там на ютубе, и типа Туйнов. Но там у Влада, у скандинавского братухи моего, у него больше на него планов. Но я тоже на него претендую. А кто из нас первый его уронит, это уже только Всевышний видит. Дай Бог с этим человеком сделать бой, он очень крутой спортсмен. И мне было бы только с уважением подраться с ним, если бы вы сделали, возможно, даже здесь, в Киеве, да, в нашем родном столице, в нашей родной, такое противостояние. Но это ладно, это другой момент. Это будем обговаривать. А сегодня хочется сказать большое спасибо моему сопернику. Я когда только начинал заниматься кикбоксингом, он меня выиграл на соревнованиях на чемпионате Украины. Так что это, можно сказать так, реваншик, да? Друзья, сегодня я просто реально был на расслабоне, на чили. Последние такие ситуации разные жизненные, те, кто знает, те знают. И я без эмоций, можно так сказать. Чисто вышел, сделал свое дело аккуратно, почти. И все, и ушел. Большое спасибо, Влад, от души. Мы из Днепропетровска, он конкретно из Днепропетровска, да, я из Днепропетровской области. Мы представляем один регион, так сказать. Пацаны, вам привет, рад видеть вас. И давайте все вместе там для видоса сделаем, если можно, так, мою фамилию в поддержку. 1, 2, 3. Выганский! Спасибо большое, это просто для того, чтобы мной гордились мои родители, которых я очень люблю. И они знали, что нашу фамилию я прославляю по всей Украине и по всему миру. Большое спасибо вам всем за то, что вы всегда болеете за нас, за всех. Приходите поддержать. Для каждого эта поддержка важна. И пацаны, что в моем углу, братцы, от души. Андрюха, спасибо. Спасибо судьям. Спасибо. Хороший вечер. Дальше больше. Влад Скандинавский, сделай Абубакару, чтобы он на Курдюк дальше поехал. Да, и подождите, и на расслабоне, на чили, просто это уже фишечка такая, да? Спасибо, Валерчик. Давайте еще раз поаплодируем бойцам.
И мы продолжаем. Поздравляем Валерия Выгинского с победой. Очень интересный был поединок. Мне кажется, Кожурин и Владиславу все-таки не хватило немножко активности. Ну и ждем Валерия Выгинского в бою с Абубакаром. Да, и был брошен в какой-то степени вызов Владислава Туйнову. Считаю, что это очень серьезный боец. Это очень серьезное испытание для любого бойца в 77. Ну и будет интересно посмотреть Валерия Выгинского или скандинавского, особенно если он сегодня выиграет против него. Ну а сейчас нас ждет одно из главных событий сегодняшнего вечера. Воистину исторический момент. Ведь на нашей площадке в кровавом сражении сойдутся представитель Махача против бойца из кулачной лиги Top Dog. И первым в наш мешкогон я хочу пригласить настоящего ветерана нашей лиги, который дебютировал еще в первом сезоне Махача и уверенно движется с нами вперед. Встречайте! Антон Радько по прозвищу Берсерк. Невероятно волевой, неуступчивый и доминирующий боец, который всегда готов отдать всего себя в ринге и удивить своим разящим бэкфистом. Пройдя сложнейший путь из самых мастеровитых соперников, Антон на 100% заслужил на сегодняшний вызов и настроен гордо защищать честь своей организации. Его рост 180, вес 75, ему 31 год. Базовый боец ММА, мастер спорта по ММА, профессиональный обладатель 2 чемпионских поясов по ММА, обладатель пурпурного пояса по ПЖЖ. Давайте его поприветствуем и поддержим в нашем мешкогоне. Встречайте, первооткрыватель соперничества Махач против Top Dog в Украине, Адилджан Сандибеков по прозвищу Адус.
На середину, бойцы. Внимательно слушаем команды. После команды стоп не бьем. Честный кулачный бой. Руки пожали. По углам. Судья. 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 Первый раунд. Итак, друзья, мы дождались этого боя. Лига на лигу. Топ-дог против Махача. Андрей Лимонтов передал привет Даниле Регбисту и сказал, если ты смотришь этот бой, уверен, что весь топ-дог сейчас смотрит этот бой, они болеют за своего бойца, так же, как Махач болеет за своего. Итак, смотрим. Ну и напомню, что Адос в желтом тейпе, а Берсерк в черном. Итак, Адос начинает поединок с дистанции. Хочет раздергивать своего соперника, пока Берсерк подбирает свою дистанцию. Хорошо, сейчас Адос встретил. Опытные оба бойца, за плечами Берсерка 5 боев. Ну, а Адос за поединки мы не раз видели на топ-доге. Хорошо, Адос сейчас подхватывает. Вот хороший очень бэкфист. чувствителен Адос в целом как боец, с нестандартной техникой, очень легкими ногами. И видно, что к этому бою он готов. Посмотрим, что предложит Берсерк. Хороший удар по корпусу. Пытается Берсерк пока работать через живот. Немного клинча наблюдаем. Ну и пока достаточно расслабленно чувствует себя Адос в этом бою. Легко ему даются вот эти передвижения. Адос хорошо раздергивает сейчас передней ручкой. И вот хорошо правая. достает правый. Пока Берсерк не может найти свою дистанцию. Да, и Берсерку нужно И драться, вот левый ломать боковой бой. попал. Берсерк хорошо. Качает корпусом. Хорошо, Адос переводит на корпус. Хорошо, сейчас уже Берсерк попадает навстречу. Начинают у Берсерка проходить левые боковые. Нащупает свою дистанцию. Ну а Адос пытается также по-прежнему работать на прямых ударах. Так, у нас здесь... Сейчас пока мимо. Хорошо, сейчас по корпусу попадает Берсерк. Вот, хорошо обменялись. перевел на голову. И концовка первого раунда. Второй раунд! Итак, второй раунд. Смотрим. Топ-дог против Махача. Поэффективнее смотрелся Адос в начале раунда. Потом все-таки было несколько попаданий со стороны Берсерка. И вот бой продолжается. Пока тактика Адоса не поменялась, он раздергивает через переднюю руку. Берсерк пытается, вот, правый боковой попал, но в блок. Пытается работать через живот Берсерк. Хорошо подхватывает Адос. На ножках Адос немножко посвободнее все-таки двигается, чем Берсерк. Берсерк более приземист на ногах, приземист да. на ногах, хочет сильно ударить, но пока это не приносит успеха. Да, а задача Адоса, как мы видим, именно накидывать удары. Понимает он, что не нужно попасть Вот один раз хороший плотно, ответ. лучше Вот. попасть много раз просто не акцентированно. А вот здесь уже удачный эпизод от Берсерка. Ну и дистанция удобная Берсерку, все-таки ближняя. Показывает Адос, что ничего не пропустил, и бой продолжается. Мне кажется, Берсерку нужно чаще пытаться скорачивать дистанцию, и как можно больше там... Как-то нестандартно подходить. Вот сейчас хороший был Берсерка по корпусу, потому что так Адос на дистанции все видит и все чувствует. Хорошо встретил Адос сейчас. Нужно немножко больше Берсерку обострять, потому что дает Адосу он подобрать свою дистанцию, подумать. Да, и вот когда Берсерк бьет по корпусу, уже Адос видит это и сразу переводит правым на голову. Раздергивает всеми силами Адос своего оппонента, и Берсерку действительно нужно искать больше шансов.
Мне кажется, надо Берсерку все-таки бить больше ударов, не заряжаться на один удар, работать более серийно, потому что один удар Адос видит. Однозначно, и Адос видит, подхватывает, и вот из-за этого Берсерк чувствует себя таким зажатым. И пока по очкам все-таки. По попаданиям кажется, что Адос точнее. Вот здесь хорошая серия прямых ударов. Вот, бэкфист попытался Берсерка, но мимо. И заканчивает второй раунд. Хороший раунд мы сейчас наблюдали. Мне кажется, что это исторический момент, когда в Киеве сошлись бойцы двух лидирующих лиг. Я думаю, что сейчас на плечах каждого много висит. Третий раунд. Да, слышим поддержку в зале. Берсерку нужно больше атаковать в этом раунде, потому что 2 раунда, мне кажется, он уступает. И вот хороший боковой от Берсерка. Да, оверхендом достал он сейчас Адоса. Адос по-прежнему работает в своей такой приземистой легкой манере. Перекрыт и выкидывает легкие удары. Пытался Адос встретить. И здесь он действительно встретил. Это нокдаун. Вот что значит, не нужно бить плотно, нужно бить точно. Как раз Адос это демонстрирует. Да, Берсерк очень сильно заряжен на сильный удар. И за счет скорости Адос все-таки его обыгрывает. Да, большая ответственность сейчас на Берсерке. И, как мне кажется, Берсерк все-таки часто повторяется этим ударом на живот. Уже Адос это все прочувствовал и не пропускает эти удары абсолютно. Да, ну и вообще удары по корпусу, они не всегда плотные, зачастую они просто имеют такой обозначающий характер. Также собрано Берсерк пытается подойти. Опять пробивает по корпусу и сразу выкидывает свой прямой Адос. Хороший боковой от Берсерка. Ну и в основном вот этот вот правый оверхенд у него и заходили в этом бою. И мне кажется, ему нужно развивать это попадание. Вот попал, если оверхендом, нужно дальше продолжать. 30 секунд! Не остается Адос перед соперником. Да, не так просто вот зажать его, чтобы нанести свои удары. Итак, у нас 30 секунд. Ждем обострения от Берсерка. Обменялись жебами. Здесь работа на ближней дистанции. В таком хоккейном клинче. Ну и видит Адос, как заряжается Берсерк в эти последние моменты. Итак, 10 секунд этого исторического боя. Переломит ли Берсерк, но нет, раунд заканчивается.
Итак, долго мне Алина Шатерникова объясняла. Да не надо, зачем? В данном поединке победу одержал ничья. Вторая, да? К сожалению, это вторая подряд ничья у Адоса. Я думаю, вы все понимаете, экстра раунд здесь не нужен. Бойцы устали, 2 чемпиона, достойный бой яркий. Давайте начнем с нашего гостя. Как тебе в Украине, в Киеве, как тебе Махач, Адос? Вітаю вас, Україна! Украине очень нравится Киев, хороший город, хорошо встретили. Очень здесь понравилось выступать. Спасибо вам, Андрей, за эту организацию. Спасибо всей команде Махач. Молодцы. Передаю привет всей команде Топ Дог. Большой рахмет, что я знаю, что они сейчас смотрят, болеют за меня. Топ Дог, большой привет. И передаю привет своей стране Казахстан. Ассалаумағалейкум. Бұйырғаны келе жатқан тәуелсіздік мерекесімен құттықтауым келеді. Тәуелсіздіктің қандай жолмен келгенін ұмытпайық, ағайын. Тоха, видно, готовился, твой прогресс сразу заметен. Как тебе сражение, первое историческое между Махачем и Топ-Догом? Друзі, всім дякую за підтримку. Дякую ще раз супернику. Я дуже радий, що я провів бій з тобою. Дякую. Я недавно дивився Топ-Дог. Ти настоящий вікінг. Спасибо. А ти настоящий Брюс Лі. Недавно дивився Топ-Дог, якраз твої бої. І думаю, блін, було б круто з цим пацаном побитися. І мені дзвонить промоутер і каже, що там через 3 тижні турнір, є можливість побитися з ним. Я якраз після ковіда, типу, та думаю, пофіг. Я реально просто не хотів пропустити таку можливість ще раз. І, звісно, дякую організації, що дали таку можливість. Я тому погодився, тому що такої можливості, можливо, вже б і не було б. Вот. Блін, класно попав мені в глаз в другому раунді. У мене там була травма, в мене реально 1,5 раунда все плило. Але, ну, класно. Так що, всім дякую за підтримку. Дякую організації. Дякую цим пацанам, що в моєму кутку. Як я вже казав, я живу в маленькому місті Сарни. Сарни, вам привіт, дякую за підтримку. Тут Київ, Тернопіль, Сарни, Київ. Якщо хтось, один з нас іде на війну, ми всі йдемо. Так що всім дякую за підтримку. Дякую, кохано, ти десь тут, я тебе чую, я тебе обожнюю, я тебе кохаю. Всім дякую. Далі більше. Я думаю, ребята бонус заслужили. Да, спасибо большое. Хороший бонус заслужили. Спасибо, друзья. Мы продолжаем.